Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание и поговорим о том, какие же годы самые опасные для каждого знака зодиака. Обязательно запомните эту информацию для того, чтобы понимать и знать, как вам пройти тот или иной период в своей жизни. А прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас ценная информация. У каждого человека в жизни свой собственный путь, и даже те люди, которые стараются за кем-то что-то повторять, выбирая такие же самые шаги, не становятся исключением. На этом пути нас окружают положительные энергии и притягивают различные светлые события к нам, а также нас могут окружать и негативные энергии, которые создают нам определенные трудности, мешают добиваться желаемого и наполнять нашу жизнь определенными неприятностями. Важно уметь правильно справляться с тем, что не радует, не останавливаться на одном месте, продолжать выбранную дорогу, не опуская руки. Тогда такие события быстро заканчиваются, и от них не остается и следа. Ничего не бывает постоянного, и на смену чему-то плохому обязательно приходит что-то хорошее. Главное в этом не сомневаться. И далее в этом видео мы поговорим о том, какой же период для каждого знака зодиака является непростым, и что нужно делать, чтобы быстрее его пережить. Итак, давайте начнем со знака зодиака Овен. Овен сам по себе это упертый знак зодиака. Он не любит прислушиваться к окружающим, так как не видит в этом нужды. Порой представители данного знака зодиака слишком откровенны, что не нравится всем, кто их окружает. И такие действия способны отталкивать даже близких людей. Овны не способны контролировать свои эмоции в возрасте от 18 до 20 лет. В этот период нужно стараться не попасть под любое негативное влияние извне, так как такое действие способно сильно навредить. Если правильно поступать на протяжении этого периода времени, тогда жизнь сложится у вас, уважаемые овны, успешно. Будет возможность добиться поставленных целей и стать успешным человеком. Также обращаю ваше внимание, что трудным будет возраст 33 лет. В этом возрасте можно совершить какие-то необдуманные поступки, которые изменят всю вашу следующую жизнь. Поэтому сосредоточьтесь, обдумывайте каждое свое действие, и у вас обязательно все будет хорошо. А вот следующий возрастной этап, который начнется с 34 лет, он будет очень успешным, удачным, а все прошлые огорчения, неприятности и беды обязательно останутся позади. Телец. Уважаемые тельцы, вы кажетесь очень многим людям спокойными, но на самом деле этот знак зодиака всегда знает, что для него важно, умеет выставлять приоритеты, концентрировать потоки своих энергий в правильном и нужном русле. Решение, которое принимает телец, изменить уже невозможно, так как к тому моменту он уверен в том, что все обдумал и что он действует правильно. Он долго раскачивается на начальном этапе своей жизни, ищет подходящую работу, экспериментирует, но затем начинает делать все быстро и уверенно. К возрасту 37 лет люди данного знака зодиака начинают сомневаться, или же все ли до этого времени они делали правильно. Переживают о том, что не упустили, упустили много времени, и что если было бы, чтобы это не произошло, и к этому возрасту могли иметь намного больше, чем есть. Но вам нужно, уважаемые тельцы, отбросить эти сомнения. Все шло, как должно было идти. У вас еще достаточно времени в будущем для того, чтобы приумножить все то, что у вас есть. Откинуть все сомнения и продолжать двигаться в выбранном направлении. Близнецы. Близнецы – это любопытные люди, которые стараются узнавать все время что-то новое и новое, и им нравится обучаться. Они изобретательны и способны видеть то, что скрыто от многих других людей. Это помогает им стать профессионалами в своей сфере деятельности.
Минусом этого знака зодиака является переменчивость, которой этот знак зодиака подвластен. Он может менять быстро то, чем занимается на данном этапе, и не всегда это хорошо заканчивается. Если до определенного возраста это хорошо, то в возрасте 40 лет уже не стоит продолжать так поступать, иначе есть возможность потерять все то, что вы к этому времени заработали и приобрели. Поэтому, уважаемые близнецы, начните ценить все то, что у вас есть. Перестаньте думать о том, что нужно кардинально все менять. Ведь для того, чтобы получить больше, не обязательно постоянно идти на какие-то кардинальные изменения. Рак, уважаемые раки, как правило, это романтические, это эмоциональные люди, которые любят поддаваться своим эмоциям, а также мечтать, из-за чего иногда не замечают всей действительности и упускают подходящий момент для нужных действий. Представители данного знака зодиака ставят для себя определенные ограничения, что если они к 25 годам ничего не добьются, значит не добьются и вовсе. Из-за этого, когда достигают такого возраста, разочаровываются и считают себя неудачниками. К сожалению, опускают руки и перестают работать в нужном для себя направлении. Поэтому, уважаемые раки, вам стоит перестать это делать. Вы должны быть уверены в своих силах. И не всегда получается все осуществить, как мы хотим. И порой для этого нужно больше времени, но этого ничего не означает. Как только вы это осознаете и примете, вы увидите, что жизнь станет легче и различные блага начнут наполнять вашу жизнь. Далее лев. Уважаемые львы, вы с большой силой духа, вы любите управлять другими людьми, что часто мешает вам находить общий язык с окружающими, так как мало кому понравится, когда такое происходит. У львов будет несколько непростых жизненных этапов. Если вы встретите их, как всегда, с высоко поднятой головой, то даже не заметите, как они останутся далеко позади. Первый такой этап наступит у львов в возрасте 23 года. Это когда придет первое осознание того, что каждый человек имеет свое мнение. И на таком этапе львы могут замкнуться в себе, растеряться. Здесь очень важно, что не стоит этого делать. Научитесь искать компромиссы в любых волнующих вас вопросах. Второй такой этап будет в возрасте 66 лет, когда лев начинает осознавать, что через какой-то период времени его будут ожидать сильные перемены. Вы должны принять их, так как изменить вы ничего не сможете. А вот подстроиться и получить удовольствие стоит поучиться. Попробуйте, вам понравится, так как каждый этап в жизни по-своему прекрасен. Дева, уважаемая дева, упорство у вас не отнять. Вы умны, вы практичны, вы стараетесь стать независимыми с раннего возраста. И у вас это с легкостью получается. Вы любите много работать, делаете все аккуратно, добросовестно, благодаря чему многому добиваетесь. Но, несмотря на это, вас, к сожалению, ожидают испытания в возрасте 32 года и в 42. Возможно, даже то, что в этом возрасте ваша жизнь кардинально изменится. Могут поменяться взгляды, вкусы, желания. То, что ранее не имело значения, станет важным и наоборот. То, чему вы придавали значение, возможно, окажется для вас обманчивым. Поэтому нужно на этих этапах проявить всю стойкость своего характера. Надейтесь только на себя, но и на того человека, который будет возле вас, который любит и готов поддерживать вас во всем. Вместе вы справитесь, и о неприятных моментах не останется и следа. Весы. У весов, знаете, обостренное чувство справедливости. Это философы, они умны, они любят мечтать. В то же время они любят конфликтов, стараются никогда в них не вступать. А людей, которые постоянно выясняют отношения и любят конфликтовать, держат от себя подальше, на расстоянии. Потому что считают, что их негатив способен разрушать их связь и гармонию со Вселенной. Представителям данного знака зодиака тяжело найти смысл жизни. Особенно так происходит в возрасте 35 лет. Вам нужно научиться ценить то, что у вас уже есть, иначе вы имеете возможность это все растерять, и придется уже жалеть о том, что вовремя не поняли и не оценили, что счастье, а также смысл жизни у вас уже есть. Порой, сделав это слишком поздно, у вас уже не получается вернуть все, что было ранее. Поэтому
не допустить лучше. Далее, друзья, скорпионы. Вы знаете, скорпионы — это люди с сильным характером, они несговорчивы, иногда бывают даже грубые. От этого стоит вам отказаться и пересмотреть свое отношение к окружающим людям. Ваша уверенность способна помочь многого добиться. Продолжайте в том же духе, не отказывайтесь от своих целей, даже если они кажутся в этот момент для вас недоступными и неясными. В возрасте 39 лет у данного знака зодиака начинается внутренний дисбаланс, что может сбить с истинного пути. Поэтому, как только такой начинает возникать, избавляйтесь от этого, подключайте свою внутреннюю силу, интуицию, и тогда у вас обязательно, уважаемые скорпионы, все получится. Далее, стрелец. Уважаемые стрельцы, вы любите порядок во всем. Также вы придерживаетесь всех идей, которые появляются у вас в голове. Если что-то не оправдывает ваши ожидания, пожалуйста, не расстраивайтесь, а продолжайте воплощать что-то новое или же совершенствуйте то, что не вышло с первого раза. Вообще, стрельцы — это жизнерадостные, это веселые люди, которые большую часть своей жизни стараются улыбаться, поддерживать окружающим. Но к 44 годам их энтузиазм начинает угасать. Вот этого нельзя допустить. Вы должны осознать, что это ваше качество помогает вам справляться с различными неурядицами. И вы их не замечаете. Если вы себя этого лишите, то проблемы начнут окружать вас. И дальше жизнь уже не будет такой спокойной. Еще один этап настигнет стрельцов к 55 годам, когда вам будет казаться, что жизнь закончилась. Не позволяйте этим ощущениям взять над вами верх. Найдите то, что вновь сделает вас счастливым человеком. Мир очень прекрасен, и положительного в нем вдоволь. Далее, Козерог. Уважаемые Козероги, вы амбициозны, и эти амбиции всегда подкреплены действиями, знаниями, а также вы знаете, порой пообщавшись с Козерогом, можно удивиться, как один человек может столько всего знать и вместить в своей голове. Они терпеливы только к тем людям, которые занимают важное значение в их жизни. Остальным не готовы прощать даже маленькие погрешности. Козероги всегда знают, как организовать рабочий процесс. Они много времени проводят на работе, в коллективе и к их мнению придерживаются и всячески стараются не подвести. Они умеют взвешивать обстановку и правильно всегда рассчитывают на то, сколько времени нужно выждать, чтобы получить то, что считается нужным. Но вот переломных периодов в вашей жизни, уважаемые Козероги, достаточно много. Первые будут в 9 лет, затем в 16, далее в 26 и в 62. Но не стоит вам расстраиваться, вы с ними со всеми справитесь, и это сделает вас намного сильнее, а также укрепит ваш характер. Далее, Водолеи. Уважаемые Водолеи, вы по жизни активные люди, которые не могут находиться на одном месте, и вам нравится что-то пробовать, постоянно новое, экспериментировать. Часто вы не относитесь серьезно к важным вещам, из-за чего порой попадаете в какие-то трудные ситуации, но благодаря своему упорству и интуиции легко с ними справляетесь. Вы лидеры. Вы должны находиться постоянно в центре внимания. А вот если такого не получается, вы, к сожалению, можете расстраиваться. Вы умны, вы предприимчивы и умеете руководить. Вы часто живете ожиданием чего-то лучшего. Вот к 21, к 31 и к 41 году это только все усилится, и вам нужно воспринимать мир таким, какой он есть. А то, что вам не нравится, постарайтесь менять. Возможно, это сложно, но все-таки надо. Также в этот период вы можете чувствовать себя одинокими, но если вы посмотрите по сторонам, то увидите, что очень многие люди любят вас, ценят вас и рады, что вы есть в их жизни. Это поможет вам преодолеть эти скучные для вас периоды. Далее, Рыбы. Уважаемые Рыбы, вы сентиментальны. Вы любите руководить другими и часто обижаетесь, когда вам указывают на ваше место. В то же время Рыбы скрытные, застенчивые и мечтательные люди, которые умеют любить, именно любить по-настоящему.
Вы хотите постоянно ощущать к себе уважение, но обращаем внимание, уважаемые рыбы, что в 36 и в 48 лет это чувство у вас притупляется. И тогда нечистосердечные люди способны использовать вас в своих интересах, что может сломать представителей данного знака зодиака. Поэтому вам нужно научиться правильно выбирать окружающих людей. Ведь важно не количество так называемых друзей, а их качество. Но когда вы споткнетесь, ведь так бывает у всех, вы не будете смотреть со стороны, а будете думать по-другому. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом, двигайтесь, пожалуйста, постоянно вперед, и вы сможете привлечь приятные события только в свою жизнь. И это будет все только самое лучшее. Поэтому, друзья, уважаемые наши знаки зодиака, используйте эти советы, и у вас обязательно все будет хорошо. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. А мы с вами, друзья, уже услышимся буквально в следующем видео. Всех вам благ!